Как бы мне ни хотелось, но в любой игре, сделанной с душой, есть отсылки, будь то Old игра Dendy или последняя GTA. По этому поводу и будет это видео, в котором я собрал ни много ни мало отсылок от разных игр. Если вы что-то нашли сами, пишите в комменты, я обязательно сделаю вторую часть. Ну и приятного просмотра. Игра Gorebox – одна из самых популярных игр на моем канале. Хотя нет, самая популярная игра на моем канале. Эта песочница похожа на Garry's Mod, и сама игра прям очень хорошо развивается. Совсем недавно туда завезли кучу вещей. Например, теперь можно курить или превращаться в мутанта. А также появилось много машин и новых механик. Но давайте их ближе к видео. В игре теперь есть возможность выпить хлорку, которая мало того, что похожа немного текстурой, что и у Project Zomboid, так и эффект мы получаем такой же, а точнее неминуемая смерть. Не знаю, откуда брала идею игра Project Zomboid, но не посчитать это отсылкой я не мог. Не отходя далеко, в Gorebox когда-то был еще тот самый Backrooms, в котором, по слухам, через какое-то время к вам мог прибежать черный мутант. В Backrooms можно было попасть, упав под текстуры, либо перейти на специальную версию, где уже он был в роли обычной карты. Сейчас же закулисья нет, и почему бы не отправиться уже в Project Zomboid. Довольно банальная отсылка в игре Zombie Apocalypse, связанная с текстурой чипсов, где из всех 4 пачек можно заметить очень схожий бренд чипсов с крайне отчетливыми буквами. Напомню, что разработчики пытались сделать все как можно приближенным к реалиям, поэтому на карте Луисвилл вы можете найти офис Microsoft. Хотя на самом деле это не офис, а магазин по продаже окон. Но не нужно быть таким же умным, как я, дабы понять, что это отсылка на операционную систему Windows, ну или же их офис. Soul Knight. Знакомая многим игра, ведь она является одной из лучших игр на мобилке. И пускай в игре прям очень много отсылок и пасхалок, мне указал на эту отсылку один друг. Если заговорить с вампиром в лобби, то он может сказать фразу I don't drink juice, что значит я не пью сок. Некоторые могли подумать, что так вампир отзывается о нашей крови, ведь никакой сок мы ему не предлагали. Но ценители старых фильмов смогли догадаться, что это отсылка на старого Дракулу 1992 года. Там он говорит I never drink wine, что дает почти похожий перевод «я никогда не пью вино». Ошибка перевода или специальное коверкание фразы «я хз». Ну и последняя игра, по которой я делал летсплеи и также играл от балды. Voices of the Voice. Из того, чтобы прям здесь пугало, кроме звуков, я еще пока ничего не видел. А мне сверху какое-то время идет, это заеби... Хоррор-игра с графикой как Half-Life и максимально жутким сюжетом, если он вообще есть. Так как в этом хорроре нас всю дорогу пугает неизвестность, вплоть до того, что кто-то или что-то тебя преследует и уничтожает твое ментальное состояние как в игре, так и в жизни. Но несмотря на такое мрачное начало, в игре есть отсылки, которые вполне себе дружелюбные и связаны с терминалом кодов. Находим терминал, и для начала в параметрах игры нужно поставить галочку на веселые настройки. Так все команды начнут работать как надо, и вы не проебете, как я проебался в первый раз. И первое. Если вбить по-английски Amogus, то на терминале появится нарисованный амунгасик, а из терминала начнет играть ремикс, понятно из какой игры. И как бы на этом все. Ну а второе, уже нужно написать в командной строке слово Maxwell с двумя L на конце. Да, я немного проебался во второй раз и думал, что Maxwell с одной L. Теперь вам высвечивается надпись «Maxwell активирован, найди его». И тут реально уже как повезет вам, потому что когда я смотрел информацию, он должен был появиться на одной из тропинок. Но как оказалось, меня наебали, точнее я сам себя наебал, ведь чекал непроверенную информацию с гугла. Карта с учетом деталей и травы достаточно большая, и заспавниться он может абсолютно в любом месте. Благо от этого куска шерсти исходит музыка, что позволяет найти его намного быстрее. Сам Maxwell — это своеобразный мемный код, наподобие Нянкэта. Историю о его появлении я не буду рассказывать, найдете сами в интернете. Но в игре, как я и говорил, от него исходит музыка, которую можно включать и выключать. Также кота можно взять на руки, потискать или спрятать в инвентарь, хотя этой функции нет на меню функции у кота. Но интересно, что если на классическом режиме активировать Maxwell, то он превратится в скелет и потом взорвется. Не спрашивайте меня, почему так, я сам в ахуе, меня так еще ни разу не крыло, но отсылка интересная, механика бомбы-петарда. На этом отсылки в играх подошли к концу. Если вы что-то нашли сами, пишите в комменты, я обязательно сделаю вторую часть. Ну и на этом как бы все, всем пока. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck.